Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Play With Me, добро пожаловать в Tower Defense Simulator Roblox. И это очередная рубрика с обзорами скинов, и в сегодняшнем обзоре у нас будет две башни. Первая из них это Джейсон Слэшер, и как по мне это просто офигенный скин, который обязательно каждому из вас нужно приобрести, ребят. А чтобы его приобрести, нужно выполнить 4, даже 5 заданий. Первое задание это нанести 2000 кровотечений с помощью слэшера. Второе задание это убить 1000 зомбаков, ребят. Третье задание это нужно пройти Fallen с 12 слэшерами, прокачанными на максимальный левел, ребят. Четвертое задание это нужно нанести 300 тысяч урона с помощью слэшера, ребят. И самое последнее задание это одержать победу над Fallen боссом, используя при этом слэшера. Без разницы, какие башни у вас там будут, но главное, чтобы в карте был обязательно слэшер, ребят. Ну что ж, погнали смотреть обзорчик на слэшера. Это у нас первый левел слэшера, ребят, достаточно прикольный скинчик, ребят, и как по мне это вот самый что ни на есть хэллоуинский скин, ребят. Если мы смотрели в прошлом видосике обзоры скинов Hexscape, ну там вообще просто, я не знаю, суп-компот, я не знаю, какой-то с разными скинами, ну а здесь мы действительно видим офигенный скинчик на слэшера. Сзади, в принципе, никаких изменений нету, у нас изменения в принципе, так, давайте посмотрим, это первый левел, да, у нас. И здесь рядышком второй левел. И если сравнивать между первым и вторым левелом, изменения сразу на лицо. Это у него появились перчатки, на которых есть какие-то кастеты такие железные. А также появилась цепь на его шее. Это нулевой левел. И, соответственно, с правой стороны это у нас первый левел с прокачкой на 800 баксов. Сзади у нас тут в принципе никаких изменений нету, что между первым, вторым и третьим левелами основной такой разницы нету. Давайте посмотрим на третий левел, и здесь офигеть, ну вот это действительно уже очень хорошо, ребят. Если мы посмотрим вот так на вот эти вот два скина, то разница прям хорошая. Заметьте, в первую очередь у нас появился топор вместо обычного ножа. Теперь у Джейсона имеется огромный тесак, прям мощнейший. Цепь также все же осталась. Теперь у него один кинжал есть воткнутый в лицо, в глаз, а второй воткнутый в сердце. Ребят, офигенный скин, как по мне, это действительно очень крутой хэллоуинский скин, ребят, и действительно достоин внимания. А, что такое зеленое появилось? А ну-ка вперед, ну-ка назад. Извиняюсь, сразу извиняюсь. Дальше давайте посмотрим. Это у нас четвертый левел Джейсона. У него изменилась уже курточка, как мы видим, в принципе, перчаточки с костылями остались. Тесак тот же самый остался, вот этот топор офигенный. Те же самые у нас остались ножи в сердце и в глазу. Немного поменялась у нас курточка, оборванная такая, и в цвете другая стала. Ну а также появился офигенный вот такой вот череп на его шее с этими цепями. Ну и также еще цепочка появилась. Вот если мы посмотрим на вот эти два скина, сразу видно, чем они отличаются. Достаточно крутой скинчик, ребят. Давайте посмотрим следующий левел. Это последний левел слэшера, ребят. Пятый левел. По изменениям, в принципе, сразу понятно, да, между вот этими башнями, если вы посмотрите, у него стало намного больше цепей. Кстати, теперь у него нету топора. Теперь он в руках держит огромный, просто огромный мачете. И цепями полностью он обкружен. Это очень-очень красиво. Ножи также остались. Плюс у него сзади появились топоры, ребят. Что на четвертом, что на пятом левеле у ребят, у них появились сзади воткнутые топоры, ребят. И напоминаю, что кто смотрел фильм Джейсона, знает, что его было очень-очень сложно одолеть. И есть также фильм Фредди против Джейсона. Обязательно к просмотру, ребят. Это два таких самых мощных антагониста в те времена. Джейсон и Фредди, хэллоуинские антагонисты. И Джейсон все-таки одержал победу над Фредди Крюгером, ребят. Это вам небольшой спойлер на будущее. И Джейсон действительно очень хороший, ребят. Офигенный скин.
Я лично даю этому скину 9 баллов из 10, потому что это действительно очень крутой скин на слэше, ребят. Свои мнение свое можете написать в комментариях, ребят, какую оценку вы дадите этому скину. И как по мне, это действительно очень красивые скины на слэшеры, ребят. Ну и следующая башня, которую я бы сегодня хотел вам показать, это Харвестер, ребят. Башня, которая дается за прохождение всех 3 ночей в режиме хард, ребят. И это достаточно сложно. Если Hollow Punk выдавался за easy режим, если кто-то не знает, то Харвестер выдается только за прохождение всех ночей в режиме хард, ребят. Сейчас у нас есть первый левел, ребят. И знаете, ребят, это не просто башня Харвестер. Это уже башня со скином, которую можно получить также, если выполнить какие-то задания. Задания достаточно непростые. Первое задание, которое нужно будет выполнить, а их всего 4, это пустить 120 корней с помощью способности Харвестера, ребят. Это первое задание, которое вам нужно будет пройти. Следующее задание — это убить 800 зомбаков с помощью вот этого вот Харвестера, ребят. Достаточно немаленькое количество, ребят. И третье задание — это нужно нанести 40 тысяч урона с помощью Харвестера. Это намного меньше, чем прохождение слэшера. Задание у него там 300 тысяч урона, здесь у него 40 тысяч урона. Очень мало. И я думаю, мне кажется, здесь какая-то ошибка. Возможно, 400 тысяч урона. Ну и, соответственно, последнее задание, которое нам нужно пройти, это нужно пройти хардкор на карте в Wrecked Battlefield 2 с помощью Харвестера, ребят. Это тоже достаточно сложно, но оно того стоит, ребят. Потому что эти скины, которые я сейчас вам обозреваю на Харвестера и на слэшера, даются только ограниченное время, ребят. Поэтому поспешите выполнять эти задания. Ну и что ж, это у нас стоит сейчас в данный момент не нулевой, а сразу первый левел, потому что никаких изменений между первым и нулевым левелом абсолютно нету. Достаточно очень крутой скин. Я только понять не могу, это то ли робот, то ли человек, то ли кто. Здесь всякие у него проводишки торчат. Давайте сзади посмотрим. В принципе, так я вижу, что у него достаточно короткие волосы. В принципе, никаких изменений между первым и вторым левелом я абсолютно не вижу. Просто как будто никаких изменений нет. Если вы... вот я вижу, что здесь у него вот прям на поясе ничего нету. А если посмотреть на уровень 2, у него появился напоясник. Пояс. Это максимум, что я сейчас вижу. Так, я вижу, у него есть наплечники. То есть, если здесь у него на плечах абсолютно ничего нет, то здесь у него появились какие-то шмотки на плечах. Порвости, в принципе, такие же остались. Оружие, к сожалению, никак не изменилось. Длина волос та же. Перчатки также все на месте. Ну и ноги роботизированные также не без изменений. Давайте посмотрим на третий левел, ребят. На третьем левеле уже видно, что посмотрите, если между вторым и третьим левелом, видно, что сейчас из центра его груди торчит, куда они развернулись. Видать, кто-то там побежал. Видно, что из центра груди сейчас у него торчит какие-то провода, такие же, допустим, как и снизу, с левой стороны у него торчат. Теперь они торчат из груди. Достаточно прикольно. Порватости, в принципе, такие же, никаких изменений я тут не вижу. Кастеты тоже на месте между ними. Ух ты, это что это он сделал сейчас? Это он так станцевал нам, какой-то танцор. Но достаточно прикольный скинчик. И... ну, я бы не сказал, что он круче, чем Джейсон. Джейсон действительно очень крутой. Я бы не знаю, какой можно в принципе дать скинчик этому Джестеру. Пока что непонятно. Давайте посмотрим на на четвертый левел, или третий левел, вроде третий или четвертый левел Джестера, говорю, Харвестера. Сразу видно изменения. У него появился респираторный аппарат, вот такой вот на лице. У какой-то башни я уже видел, что появился респираторный аппарат. Также такие же провода торчат, такие же провода снизу торчат, такие же порватости. Оружие никак не изменилось. Длина волос такая же, в принципе. Сзади видно
что тоже никаких изменений нет, только за исключением вот этих вот штук. Смотрите, на ногах у него здесь нету, если у всех этих трех левелов, а здесь у него появились какие-то штуки. Это единственное такое наглядное изменение, которое видно. Провода на месте, респираторный аппарат только добавился. Ну давайте посмотрим на следующий левел. Давайте вот этого вот харвестера. Если кто не знает, ребят, мы можем поставить всего лишь максимально 4 харвестера. Это лимит на эти башни, поэтому больше 4 мы поставить не можем. Поэтому если бы здесь еще один стоял, было бы здорово. Но нам придется улучшить вот этот харвестер на 5 левел. И посмотрим, какие плюшки у него. Так, и сразу видно, что достаточно крупные изменения между 4 и последним левелом. Просто вот это я понимаю скинчак. А вот это я понимаю, у него арбалетик. Ё-моё, если у него здесь между вот этими левелами никаких изменений в оружии не было, то сейчас у него сразу огромнейшее изменение в оружии. Просто огромный арбалет. Плюс вокруг этого арбалета есть шипы, вроде розы или что. Но это в принципе понятно, что это его способность, которую он выпускает. Есть какой-то тут винтель у него на руках. Баллончик, то есть с помощью которого это баллончик с воздухом, с помощью этого баллончика он, соответственно, и стреляет. Я вижу, что он здесь пустил корни, это его способность, ребят, вот такие вот корни он выпускает. Эти корни что делают, знаете, наносят достаточно хороший урон, а также жестко замедляют всех зомбаков, включая самого босса. Вот так вот они по красоте складываются, очень красиво все это смотрится. И, как по мне, скинчик достоин уважения, ребят, достоин внимания. Если мы посмотрим сейчас и на него со всех сторон, вот так вот покрутимся, и сзади видно, что у него сейчас появились какие-то 3 фонаря, прикольные фонари. Полностью роботизированный персонаж, ребят. Это даже не живой чел какой-то, это просто робот, как по мне. Потому что роботизированные ноги, роботизированная голова. Вот у него, посмотрите на его башню. Видно, что она роботизированная. Тут его сразу корни мы увидели. Но достаточно прикольно. Если посмотреть на все вот эти вот скины, просто изменения сразу колоссальные. Видно на лицо. Между вот этими скинами вообще в принципе никаких разниц нет. А вот когда мы улучшаем его на максимальный левел, сразу видно его офигенный скинчик. Очень здорово смотрится. Скорее всего, по моему мнению, оценочку, которую я бы дал этому скину, если только его смотреть, его расценивать только на максимальном левеле, я бы дал этому скину где-то, наверное, баллов 7 от силы. Но, наверное, нет, я ошибаюсь. 8 баллов, потому что у него есть дополнительные свечения снизу, дополнительные свечения на фонарях, на глазах. Это очень красиво. Плюс, действительно, очень много деталей. 10 из 10 дать, к сожалению, не могу, но это лично мое мнение, ребят. Напишите в комментариях свое мнение, какую бы вы оценку дали этому Харвестеру. Ну что ж, это был обзор на 2 башни Джейсона и Харвестера. И знаете, очень важная информация, ребят. Вот эти вот задания, которые нужно выполнять для того, чтобы получить эти скины, ребят, они действуют только ограниченное время. Поэтому спешите, заканчивайте все свои оставшиеся задания, которые в данный момент у вас есть, существуют. Заканчивайте их и скорее беритесь за задания Харвестера и Джейсона. Потому что как только эти задания пропадут, а они пропадут уже совсем скоро, ребят, после окончания ивента, а возможно и раньше, то вы никогда не получите эти скины, ребят, на Джейсона Слэшера, ну и также вот этого вот Харвестера. Это скин Харвестера. Есть обычная башня Харвестера, где он в шляпе, как мы все видели во всех видосиках и в кат-сценах. Здесь это скин на Харвестера хэллоуинского. Достаточно прикольно. Поэтому, ребят, если видосик вам понравился, напишите в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А также поставить лайкос, ребят, очень важно. Не забывайте проходить по ссылкам в описании в Discord сервер, ребят. Там очень много всего интересного. Но я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.